1920 году было еще непонятно, как будет дальнейшая история России развиваться и получится ли у новой власти построить что-нибудь серьезное. Поэтому очень осторожно и насказательно писатели пытаются передать вот ту сиюминутную атмосферу. И так рождается у Александра Грина рассказ «Крысолов», в котором он главному герою и дарит свои воспоминания о жизни вот здесь, в Доме искусств. Главный герой голодает и идет для того, чтобы хоть что-нибудь раздобыть, идет на такой импровизированный рынок, где знакомится с очаровательной молодой девушкой, которая первый раз пришла продавать книги, потому что голодает и она, и ее отец. И среди абсолютно холодного города, где все люди становятся друг другу врагами, она проявляет к герою рассказа удивительное сочувствие. Она даже поправляет ему шарф, чтобы он не замерз. И поэтому образ этой девушки не выходит у него из головы. Он не взял никаких координат, только случайно брошенные цифры телефона мгновенно вылетели из головы, и он заболел, проболел несколько месяцев, и телефона, конечно, вспомнить не может. Ему дают возможность немножечко пожить, потому что жить ему совсем негде. Он пишет, что ему даже пришлось ночевать и на сдвинутых стульях, и даже однажды на гладильной доске. И ему подсказывают, что есть один очень богатый дом, заброшенный сейчас, бывший банк. Вот там можно тихонечко, пока никто не видит, но вполне тепло и хорошо жить. И он оказывается в этом здании заброшенного банка, в котором легко узнается Дом искусств, и ходит по этим запущенным, заброшенным залам, где шуршат листы, заглядывает во все шкафы в надежде найти что-нибудь съестное, и находит только один запертый шкаф. Поздно вечером, когда уже понятно, что никто в этот дом не придет, он все-таки умудряется этот шкаф открыть, а там удивительные залежи самых изысканных деликатесов. Описание содержимого этого шкафа напоминает ломящиеся от изысканных блюд лавки магазинов купцов Елисеевых для самых богатых покупателей. Здесь есть и лавка мясная, отдельная целая полка. Здесь есть и сырная лавка, причем с изысканными сырами. Там есть и бри, и камамбер. И винная лавка, тоже с, в общем, очень неплохим подбором вин. Конечно, удивленный герой наедается, очень быстро наедается, берет бутылочку вина и в какой-то момент понимает, что одному-то очень грустно. Как бы хотелось поделиться всем этим вот с той прекрасной незнакомкой, которая тоже, наверное, голодает. Но до его слуха доносятся голоса, и он идет на эти голоса, которые говорят о том, что надо убить Крысолова. По дороге он в одной из комнат вдруг слышит звук заработавшего телефона, а телефон тогда молчал, все провода перерезаны, и вдруг такое чудо. Он бросается к этому телефону, он называет первые попавшиеся цифры, ему кажется, что он вспомнил номер телефона той девушки, но цифры, конечно, не те, и плохо его расслышав, телефонистка повторяет другие цифры, и, о чудо, это и есть тот самый телефонный номер. Ему удается с девушкой созвониться, связаться, и она называет адрес, где они живут с отцом. И когда герой рассказа подходит к абсолютному провалу, он не видит, откуда доносятся голоса, он только слышит разговоры, он с ужасом слышит о том, как говорят, что надо убить Крысолова, который живет на 5-й линии Васильевского острова, и дальше называется адрес, который ему только что по телефону назвала девушка. Он бежит, он понимает, что надо предупредить, что те голоса, которые он слышал, это голоса не людей, это голоса крыс. И он бежит спасать.
По дороге он встречает и мальчишку, который оказывается совсем даже не мальчишкой, а тоже крысы. У крыс есть удивительная способность. Они умеют превращаться в людей. И мы понимаем, что из 1920 года эта история наоборот. То есть люди стали крысами. Он оказался среди крыс. Он сумел прибежать на Васильевский остров. Он предупредил на табличке, на дверях. Он увидел, кстати, название «Крысолов», потому что отец той незнакомки как раз и был крысоловом. И в этот вечер он поймал ужасную, кошмарную, огромную крысу, которая по всем иносказаниям, по сказкам называется королем крыс. И наш герой останется в этом доме, где его согреют, где не будет таких деликатесов и изысков, но они ему не нужны. Ему нужно просто человеческое тепло. Это рассказ не о крысах и даже не о любви. Это рассказ о том, что человек не может быть один. И что даже в самые голодные, самое холодное время можно согреть другого своим теплом. Как согрели его. И то же самое произошло и в жизни, реальной жизни Александра Грина, потому что в это время он встретит женщину, которая станет его женой, и которой он посвятит «Алые паруса». Замысел «Алых парусов» родился у Александра Грина здесь, в здании нынешнего отеля «Телеон», а тогда это так называемый ДИСК – Дом искусств, где под одной крышей в 1920 году собрали всех писателей, поэтов, переводчиков. Здесь живет и Гумилев, и Мандельштам, и переводчик Лозинский, и Добужинский, и Александр Грин вместе с ними. Однако он не очень общается со своими товарищами, а все больше часами проводит в своей маленькой комнатушке, придумывая полусказочную феерию. Тогда, в 1920 году, это здание заброшенного банка. После революции банк сбежал из революционного Петрограда, бросив все бумаги. Бумаги, кстати, не очень помогали согреться, потому что топить ими буржуйки получалось очень малоэффективно. Нужны настоящие дрова. А где их взять? В бывшем особняке купцов Елисеевых, который был до банка. Здание шикарное, залы огромные, но по ним гуляет ветер и разносит эти листы бумаги. О жизни писателей и поэтов напишет книгу Ольга Форш. Называться она будет «Сумасшедший корабль». И вот этот корабль будет, в общем-то, с алыми парусами. А прочитает феерию Александр Грин в декабре 1920 года на одном из литературных вечеров. Один раз в неделю по абсолютно запущенном, голодном, холодном Петрограде освещался один-единственный этаж в этом здании. И сюда приходили люди, надев самые шикарные наряды из прошлой жизни. Они приходили на литературные вечера, чтобы послушать писателей, поэтов. И очень часто входным билетом было бревно, чтобы можно было потом дровами немножечко согреться.